Дорогие друзья, я рада приветствовать вас из солнечной и теплой сегодня Финляндии. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, конечно, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Я подготовила сегодня небольшую нарезку новостей от НАТО до нелегалов и пенсионеров. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Бывшая премьер-министр Финляндии Санна Марин и бывший глава МИД Финляндии Пекка Хааvisto получили одну из высших государственных наград Швеции – Орден Полярной Звезды. Так отметили их вклад во вступление Швеции в НАТО. Церемония прошла в Хельсинки, в шведском посольстве, и сам премьер-министр Швеции Кристерсон лично вручил награды. Он заявил, что благодаря усилиям Финляндии и особенно Санны Марин Швеция стала безопаснее, а НАТО сильнее. Кристерсон отдельно отметил ее лидерство и решимость. Цитата: «Сотрудничество с Марин было кратким, но интенсивным. Я высоко ценю ее руководство, особенно ту твердость, с которой она вела Финляндию в те непростые времена». На вопрос о возможном перемирии между Россией и Украиной Кристерсон ответил просто: «На пути к миру есть одно большое препятствие – Россия». По его словам, именно Москва должна доказать, что хочет и может сделать шаг к прекращению огня. Пока этого не видно. Кристерсон призвал Европу и США усилить давление на Россию и продолжить поддержку Украины. Санна Марин, финская железная леди, на церемонии осталась немногословной и комментариев журналистам не дала. Финские ВВС сильно заняты поставками истребителей пятого поколения F-35 и не будут участвовать в мирных миссиях Альянса НАТО в ближайшие пару лет. Пилоты и технический персонал проходят обучение в США. Осенью ВВС Финляндии получат в Америке первый F-35. Там же, на базе в Эббинге, пилоты будут практиковаться на 8 первых истребителях. До самой Финляндии самолеты доберутся не раньше 2026 года. И только после этого начнется летная подготовка в Финляндии. Цель к 2028 году – разместить полностью боеспособные F-35 в Лапландии и отказаться от старых Хорнетов. Полная готовность ожидается к 2030 году. Наземные войска Финляндии тоже не будут участвовать в 2025 году в мирных задачах НАТО из-за напряженной ситуации на восточной границе. Протяженная граница с Россией делает именно укрепление собственной обороны приоритетом Финляндии. Именно на это работает развертывание в Лапландии передовых натовских сил, так называемых ЛФЛ подразделений. Но без участия Финляндии НАТО не останется. В 2025 году в мирных миссиях НАТО будут задействованы 2 корабля ВМС Финляндии. Ракетный катер «Хамина» войдет в состав постоянной военно-морской группировки НАТО, а минный тральщик «Катанпе» в состав группы НАТО по противоминной борьбе. В парламенте Финляндии разгорелись ожесточенные споры. Правительство во главе с министром здравоохранения Кайса Юушо, партия Перуссу Амалазит, намерено ограничить медицинскую помощь для нелегальных мигрантов, оставив только экстренную. Цель правительства, по словам Юушо, добиться, чтобы лица, находящиеся в Финляндии незаконно, как можно быстрее покинули страну. С общественной точки зрения важно, чтобы регулирование ни при каких обстоятельствах не поощряло незаконное пребывание в Финляндии, заявила Юушо. Оппозиция, особенно левые и зеленые, жестко критикует проект, называя его гадким, жестоким, злонамеренным и основанным на страхах перед хаосом и человеком. Анна Контула, партия левых, отметила, что ни одно исследование не подтверждает, что такой шаг приведет к экономии или улучшению порядка. По ее словам, утверждение, что после принятия закона люди не будут ехать в Финляндию ради медицинских услуг, тоже не имеет научного основания. Более того, международные исследования показывают, что уровень доступа к медицинским услугам не влияет на выбор страны для миграции. Правящие партии, включая коалицию и центристов, защищают законопроект. Мол, Финляндия предоставляет неотложную помощь всем, включая нелегалов и туристов, но не обязана финансировать полноценную медицину для всех иностранцев. Они ссылаются на опыт Германии, Норвегии и Дании. Вице-председатель комитета по социальным вопросам Мия Лайго, коалиционная партия, подчеркнула:
Мы действуем в соответствии с североевропейским подходом. Несовершеннолетние и беременные женщины получают те же услуги, что и граждане Финляндии. Hannu Hoskonen из центристской партии заявил, что позиция должна быть предельно ясной. Если человек находится в стране нелегально, его необходимо депортировать. Некоторые регионы, например, Хельсинки, уже дали понять, что не будут ограничивать доступ нелегалов к медуслугам, на что министр МВД Мари Рантан, истинные финны, обвинила Хельсинки в нарушении закона. Эксперты сомневаются в экономической целесообразности. Ограничение может затронуть от 3 до 10 тысяч человек и экономия максимум 1 000 000 евро в год. Более того, отказ от обычной помощи может привести к острым случаям, которые придется лечить, и это обойдется дороже. В итоге, как выразился депутат от «Зеленых» Орас Тюнкёнен, от всей реформы остается только одно – намеренная жестокость к людям, находящимся в самой слабой и уязвимой позиции в этой стране. По поводу проекта я согласна с позицией коалиционной партии. Финляндия не обязана предоставлять всему миру медицинскую помощь, если она не является срочной. А люди, не имеющие законных оснований находиться в Финляндии, должны ее покинуть. Как вы думаете, что делать с нелегалами? Лечить, выдавать пособие, депортировать или объявить амнистию и всех нелегалов легализовать? Финский налог на лимонад отправляется в переработку. ЕС добавил ложку дегтя в этот сладкий стаканчик. Весной 2023 года финский парламент бодро принял закон. Чем больше сахара в напитке, тем выше налог. Мол, хватит уже пить газированные сиропы, пора переходить на минералку. Одним махом, двоих по бивахам. И здоровье населения улучшим, и бюджет поправим. Но вступить в силу закон не успел. ЕС вмешался и вернул закон на доработку. Теперь Минфин спешно переписывает закон. А Дольче Вита в Финляндии пока продолжается. 22-летний Мухаммед из Эспо и его 21-летний друг Билал, гости из-за границы, в хорошем настроении позируют со штрафами в 40 евро. Причина штрафа – езда на электросамокатах по тротуару. Друзья нарвались на полицейскую проверку в центре Хельсинки. По словам старшего комиссара полиции Хельсинки, езда по тротуарам и катание вдвоем или даже втроем – это самые частые нарушения в центре Хельсинки. Жалоб бесконечное множество. Мухаммед уверяет, что не знал, что ездить по тротуару на электросамокате нельзя. Он ехал по тротуару, потому что по мостовой ездят трамваи, и он считает это опасным. Мухаммед опытный самокатчик, он ездит каждую неделю. Мухаммед говорит, что важно просто подстраиваться под движение и снижать скорость, если вокруг много людей. Происшествий с электросамокатами в Финляндии все больше. В Вейке 13-летний ребенок попал на самокате под машину и погиб. Там же другой подросток врезался в 92-летнюю женщину, везя второго подростка. На 1 мая в Йоэнсу после падения с электросамоката скончался молодой человек, а в Керава пешеход получил серьезные травмы после столкновения с самокатчиком, который быстро скрылся с места происшествия. Полицейский признает, контроля не хватает, а сами нарушители чаще говорят, что они не знали правил. Но незнание законов не избавляет от ответственности. На фоне множества историй с нарушениями и происшествиями парламент решил поставить точку в хаосе с электросамокатами. Недавно были приняты изменения в законодательстве. Теперь для управления электрическим самокатом установлен минимальный возраст 15 лет. Причем не только кататься, но и передавать электросамокат младшему подростку теперь запрещено. За это предусмотрена ответственность. Также вводится ограничение по алкоголю. Не более 0,5 промилле. То есть правила становятся такими же, как и для езды на велосипеде. И рекомендовано обязательно использовать шлем. Теперь официально рекомендуется использовать шлем не только велосипедистам, но и всем, кто передвигается на самокатах или, например, специальных скутерах для пожилых.
В Министерстве транспорта подчеркивает, речь не только об электросамокатах, но и о других легких электрических транспортных средствах, в том числе с 3 и 4 колесами, предназначенных для людей с ограничениями по здоровью. По словам министра транспорта Лулу Ранны, новые правила вступят в силу как можно скорее, возможно, уже в июне. Иногда я вижу в социальных сетях, люди очень возмущаются электросамокатами. Постят фоточки. Ой, что за молодежь? Вот посмотрите, самокаты валяются. А вот они разбросаны, а вот мешают. А на самом деле зачастую эти самокаты разбрасывают не подростки, а престарелые ненавистники всего подряд. Вчера я сама была тому свидетелем. Собралась взять электросамокат, выхожу из дома и вижу, как один из соседей тащит этот самокат куда-то за угол и забрасывает в кусты. Я, разумеется, говорю ему: ты с ума сошла, коза? Бьешь 7 туза? Я вообще-то собралась ехать. И этот гоблин начинает нести какую-то пургу, вроде как здесь место для разворота, чушь, что там нужно соображать и все такое. Ну, я не особенно к нему прислушиваюсь, и он меня спрашивает: а хочешь, я тебе скажу, кто ты такая? Что? Ты кого стоишь, свинья? Я выхватываю телефон, говори. Ну, он говорит, передумал, кто я такая, но велел мне убираться на родину. Котимахан. К сожалению, я не могу воспроизвести публично свой ответ, хотя у меня вся дискуссия зафиксирована на видео, потому что хорошо поставленным голосом я ему матом рассказала, куда следует ему провалиться. Далеко. Я и раньше замечала. Выходишь из дома, самокаты стоят ровненько в ряд. Все красиво. Возвращаюсь через 10 минут, все завалены, все. И теперь я знаю, это не школьники, это пенсионер. Звоню председателю кооператива. Есть дела перетереть. Рассказала, показала. Вместе посмеялись. Оказывается, у этого соседа были какие-то там терки с другими соседями. И мой рассказ оказался лишь вишенкой на торте. Теперь от имени правления соседа предупредят, что в нашем доме такое поведение недопустимо. Министерство финансов Финляндии опровергло заявление премьер-министра Петтери Орпо о том, что государственный долг стабилизируется в течение срока работы нынешнего правительства. И он сослался на Министерство финансов. Юха Майянен, канцлер Минфина и главный чиновник ведомства, заявил, что такой оценки в публичных документах нет, и, вероятно, произошла ошибка интерпретации. По словам Майянен, по их прогнозу, госдолг не стабилизируется, а продолжит расти. Даже если все меры по экономии 9 миллиардов евро сработают полностью и в срок, долг может временно приостановиться на 1 год, но с 2028 года снова пойдет вверх, в том числе из-за роста оборонных расходов. Согласно этому прогнозу, соотношение долга к ВВП вырастет с 77,5% в 2023 году до 85,3% в текущем году и продолжит расти до конца срока. Майянен подчеркивает, это всего лишь гипотетический сценарий, а не прогноз. Сейчас у министерства нет оценки, будет ли цель по стабилизации долга достигнута. Также маловероятно считается выполнение другого ключевого показателя – снижение дефицита бюджета до 1% к 2027 году. По текущему прогнозу дефицит останется на уровне 3%. Таким образом, заявление премьера основано не на официальной оценке, а на собственном, довольно вольном толковании возможного сценария. Дания станет первой страной в Европе, решившей официально повысить пенсионный возраст до 70 лет к 2040 году. Нововведение коснется граждан, родившихся после 31 декабря 1970 года. В настоящее время пенсионный возраст в Дании составляет 67 лет. Уже к 2030 году датчане будут выходить на пенсию в 68 лет, а к 2040 году после 70.
Финляндия идет по тому же пути, но медленнее. В отличие от Дании, где пенсионный возраст растет прямо пропорционально продолжительности жизни, в Финляндии применяется более мягкий механизм. Сейчас пенсионный возраст у финнов 64 года и 6 месяцев, и он будет постепенно расти. Для родившихся в 1971 году это составит 65 лет и 9 месяцев. Руководитель Центра пенсионного обеспечения Финляндии Микко Кауто считает, что пенсионная система Финляндии финансово сбалансирована и срочной необходимости в резком подъеме пенсионного возраста нет. Тем временем доверие к пенсионной системе остается невысоким. В недавнем опросе только каждый четвертый финн выразил уверенность, что получит пенсию в будущем. Но пока пенсии платят и розовощекие, здоровые финские пенсионеры могут наслаждаться жизнью. Приглашаю вас на танцы, устраиваемые для пенсионеров днем. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Oh,